Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать на мой канал. Прежде чем приступить к уроку, я бы хотела обратиться к вам, дорогие мои зрители. На моем канале появилась первая 1000 подписчиков. Хочу сказать огромное спасибо за то, что вы со мной. А в этом мастер-классе я покажу, как слепить вот такую вязаную брошечку. Из глины розового, белого и серого цвета раскатываю тонкие пласты. На глину кладу бумажный шаблон, полосочку шириной 4 мм. И по этому шаблону нарезаю пласты глины на полосочки. Когда полоски готовы, из бросовой глины раскатываю пласт и приклеиваю к пласту полоски, чередуя цвета. Полосочки должны плотненько прилегать одна к другой. Слежу за тем, чтобы между ними не было зазоров. Когда все полоски приклеены, отрезаю лишнюю глину и у меня получается полосатый прямоугольник. Прокатываю его на пастомашинке вот в таком направлении. В итоге у меня получилось полосатое полотно. Теперь мне понадобится каттер в форме сердечка. Кладу его на полосатое полотно и вырезаю отверстие в форме сердца. Получившуюся деталь пока откладываю в сторону, она мне еще пригодится. Глину красного цвета раскатываю в пласт. Толщина этого пласта должна совпадать с толщиной полосатого полотна. Это очень важно, поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Тем же каттером в форме сердечка вырезаю из этой глины деталь и вклеиваю его в отверстие на полосатом полотне. Силиконовой кисточкой аккуратно заглаживаю стык между полотном и сердечком. Вот что у меня получилось. На пласт с сердечком кладу лист бумаги и аккуратно приглаживаю глину. Теперь мне понадобится самодельный текстурный лист, с помощью которого мы превратим наш полосатый пласт в вязаное полотно. На канале Фима ТВ совсем скоро выйдет мой мастер-класс, в котором я покажу, как сделать такой текстурный лист. Ссылку на мастер-класс я оставлю в закрепленном комментарии. Кладу текстурный лист на полотно и аккуратненько его прижимаю. После чего убираю текстурный лист и с помощью круглой формочки вырезаю из полотна деталь. Располагаю формочку таким образом, чтобы сердечко оказалось в центре детали. Посмотрите, что у меня получилось. Кладу деталь на медицинскую банку, аккуратно прижимаю деталь к банке и отправляю запекаться. На пласт бросовой пластики накладываю пласт глины белого цвета и пропускаю эту конструкцию через пастомашинку. Кладу этот пласт на рабочую поверхность белой стороной вниз. На обратную сторону запеченной и уже остывшей детали наношу фимогель и кладу ее на пласт глины. Немного вдавливаю запеченную деталь в незапеченный пласт. Отрезаю всю лишнюю пластику по контуру запеченной детали. С помощью экструдера и насадки с маленьким отверстием из розовой и серой пластики выдавливаю тоненькие колбаски. Две эти колбаски складываю вместе и скручиваю жгутик. На боковую часть брошки наношу фимогель и приклеиваю жгутик. Лишнюю часть жгутика отрезаю. Совмещаю концы жгутика таким образом, чтобы витки совпадали, после чего отправляю брошку запекаться.
После запекания жду, когда она остынет, и к обратной стороне приклеиваю застежку. Теперь беру то самое полосатое сердечко, на его обратную сторону наношу фимогель и приклеиваю сердечко на застежку. Инструментом по краю сердечка делаю декоративную строчку. После этого отправляю брошку на заключительное запекание. После запекания жду, когда брошка остынет, и в углубление текстуры наношу акриловую краску белого цвета. Жду, когда краска немного подсохнет, и убираю ее излишки с помощью влажной салфетки. Краска должна остаться только в углублениях текстуры. Брошка готова. Она получилась очень милой, теплой и уютной. Такая брошка может стать отличным подарком для ваших друзей и родных в День Святого Валентина. Очень надеюсь, что этот мастер-класс оказался для вас полезным и интересным. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на мой канал, а также на профиль в Instagram и группу ВКонтакте. Ссылки я оставлю в описании под видео. Творческих вам успехов и до новых встреч!